Я приветствую всех. Сегодня видео, которое меня очень сильно просили сделать подписчики, давно эта тема назревала. И эта тема реально волнует многих. Это вопрос выезда мужчин за границу и наказания для тех, кто якобы нелегально выехал. Давайте сразу быка за рога. Министр МВД Клименко дал интервью «Украинской правде» Роману Кравцу. И там четко Роман задал этот вопрос, и мы получили прямую речь от міністра по поводу этого. Послухайте, пожалуйста. З юридичної точки зору, от чоловіки перетнули кордон, вони втекли з країни, і вони сюди спокійно можуть повернутися, правильно? Правильно. Чи буде якийсь закон стосовно того, щоб якось їх покарати за незаконний перетин згодом, коли вони повертаються? Дивіться, тут є, ви правильно говорите, юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном. Ну, хто менше, хто пізніше виїхав. І ми зараз шукаємо дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість і юридичну, і моральну звести до одного. Однозначно, що ті люди, які виїхали за кордон, вони порушили закон, тому що, як правило, виїхали нелегально. Ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія. Нелегально виїхав через систему шлях, нелегально виїхав через документи військово-лікарської комісії ТАМСЕК, нелегально виїхав відрядження або на навчання. Тому, звичайно, що тут держава зараз шукає цю золоту середину для того, щоб і цих людей можна було повернути до України, з одної сторони. А як їх повернути? З іншого боку. Ну, я думаю, що дивіться, ці люди мають або там працювати за кордоном, так, для того, щоб себе забезпечувати. Можливо, це буде штраф, адміністративний штраф після повернення із-за кордону до України. Звичайно, якщо вони проїхали по підробним документам, це вже кримінальна відповідальність. І тому тут золоту середину треба зараз знайти. Не закидати, там, що ми нікого не пустимо, або ми там всіх пустимо, або ми там той сяде в тюрму, той не сяде. Ні. Тут треба, реально держава має виробити саме такий загальний підхід до цієї проблеми, тому що ця проблема в подальшому буде соціальною, несприйняття одної верстви населення, ту версту населення, яка втекла просто від війни. Ну, наговорил министр. Во-первых, претензия к Роману Кравцу. Почему, Роман, вы ставите вопрос таким образом, как бы провоцирующим? Вы как будто бы подталкиваете министра. Может, конечно, заранее вы подавали вопросы на утверждение, потом было редактирование, я не в курсе дела. Но почему вы, тем более как мужчина, который не находится на фронте, хотя вы призывного возраста, хотя бы немножко в контекст не поменяли на тот, а нужно ли наказывать тех мужчин? А почему вы не поинтересовались мировым опытом таких вопросов? А я сегодня чуть-чуть позже об этом расскажу. Почему вы, как и все остальные журналисты, как бы сразу стали на сторону подстрекательства государства в наказании таких мужчин? Министр сам это вообще феерия. Золотую середину надо искать, потому что, внимание, люди, внимание, потому что буде несприйняття обществом одних и других. А зачем вы, уважаемый министр, эту тему подогреваете, опять-таки, так же, как и журналист, вместо того, чтобы сказать, что не надо, люди, этого делать. Есть закон, мы решим, это жизнь. И какие-то сказать успокаивающие слова. А хотите, я вам дам ответ, почему так происходит? Потому что нашему президенту глубоко наплевать на этот вопрос, и он не понимает, какими проблемами для государства это может обернуться. Когда министр МВД сидит и в самом крупном украинском СМИ пугает людей, что будет вам или такое наказание, или такое, а может быть такое, пусть он и называет это дифференцированным подходом, но он озвучивает слово «наказание». Наказание за что? За то, что вы нарушили все конституционные права и вообще права человека, которые только в мире существуют? Я еще раз вам говорю, в Израиле сейчас границы никто не закрывает, хотя там объявлена, по сути, война. Вот вам самый яркий пример. Так там вообще государство маленькое, 9-миллионное. Эти 40-миллионную страну решили запереть. Страну, которую довели до ручки, а потом заставляют людей идти ее защищать. Армию профессиональную не сделали. Я не хочу повторяться по кругу. Смотрите мои стримы, вы все это прекрасно знаете. Теперь я сразу даю вам альтернативную точку зрения, как бы я сказал на месте этого министра, если бы он был умным, и если бы наш президент тоже был умным и вообще озаботился решением этого вопроса, хотя этот вопрос они же и создали. Нужно было уже сейчас объявить, что будет всеобщая амнистия. И так с мобилизацией дела идут неважно. Посмотрите, что творится в ТЦК. В Тернополе грандиознейший скандал, да быдло, что натворило, я опубликовал.
опубликовали видео за лето этого года в Черновцах. Черновицкий ТЦК додумался бандитов, уголовников нанимать и сбивать призывников. Такими методами, я уже в который раз повторяю, война не выигрывается. Это античеловечные методы, и я вам сейчас даю, опять-таки, маркер. Иногда я вам подсказываю, тем, кому это надо, конечно. Я не собираюсь поучать взрослых людей. Вы сразу накладываете, а может такое произойти, например, в Израиле сейчас? Вот Израиль сейчас в очень похожей ситуации с Украиной. А могут ли там ТЦК, и если там вообще ТЦК, так называемые, избивать людей, хватать их на улицах? А могут ли эти ТЦК бандитов нанимать для этого? И так незаконно действовать, и так далее, и так далее, и так далее. Ответ – нет, не могут. Сейчас я вам дальше не буду вставлять видео, хотя там есть еще один любопытный эпизод. Я хочу затронуть еще одну тему по поводу министра. Я не хочу просто по этому поводу делать отдельное видео. Там он сказал, что киевская полиция, вообще полиция героически себя вела в начале войны. Я как участник событий могу сказать, что 24 числа в городе Киеве никакой полиции я не увидел. Было организовано жителями каждого микрорайона вооруженное сопротивление, патрулирование, как хотите это называйте, но реально диверсанты были. И мы между собой коммуницировали с помощью мессенджеров. Ни о какой полиции тогда речь не шла. То оружие, которое привезли и раздали в городе Киеве, я не буду говорить за другие города, думаю, ситуация не намного лучше, хватило примерно на 10% желающих. А в Израиле М-16 вот так стоят, бери не хочу, защищать страну. Это то, что я планирую сделать реформой в Украине, то, что я вам предлагаю. Чтобы с 18 лет, независимо от пола, все проходили стрелковую подготовку и курс оказания первой помощи. Эти знали, что будет война, и не готовились. И сейчас этот министр, так называемый именно министр, сидит, рассказывает сказки, что полиция была готова. А у меня есть разная информация. У меня есть информация, что этот же Клименко сбежал 24-го на Западную Украину. Я не утверждаю, мне просто вот такой слух сказали. И высшие чины полиции, многие, тоже не буду говорить за всю Одессу, тоже сбежали. И я лично полицию увидел только где-то через неделю в городе Киеве. Поэтому эти сказочки, это вот только Роман Кравец, к сожалению, может их сидеть и слушать, вместо того, чтобы парировать. И вообще-то журналист, Роман, должен быть на стороне людей, потому что ты как бы работаешь для людей. Это такая профессия, когда ты для людей, так как в принципе по задумке и чиновник. А ты, Роман, стал на сторону государства, гнилого государства. Страна у нас прекрасная, а государство гнилое, госаппарат. И вот такие вот министры. И ты на их стороне, получается. Я сделал такой вывод, посмотрел это интервью. Теперь я рассказываю вам интересный мировой опыт. Когда США воевала во Вьетнаме, тоже многие мужчины начали валить с США. Естественно, США никакие границы не закрывали, хотя призыв был там, мобилизация тоже была серьезной. Значит, даже Мухаммед Али, известный боксер, и тот откосил, сказал, что ему религиозное убеждение, как вы знаете, он принял мусульманство, религиозное убеждение ему не позволяют воевать. И многие, вы найдите, посчитайте, многие звезды тогда не захотели идти на войну. А среднестатистические мужики начали сваливать в Канаду. И Канада из этого очень сильно укрепилась, и многие потом даже не вернулись. Но что сделала США в итоге? В итоге США объявила амнистию. Потому что любое государство, даже тогда, а в современном мире и подавно, все борются за людей. Тем более за не мигрантов с Ближнего Востока, а за качественных мигрантов, такие, какими сегодня являются украинцы, волею судьбы. И это единственный правильный путь и правильное решение. Я вам это говорю сейчас, а вот закончится война, вы сверите, что они сделают и что предлагаю я. Еще раз, только полная амнистия. Только полная амнистия. И даже после этого многие американцы пооставались в Канаде, несмотря на это. Так и сейчас многие люди, к сожалению, понаходили себе новые страны. И вернутся далеко не все. А задайте себе вопрос, а кто захочет возвращаться, когда война еще не закончена? Я уже молчу про слово «выиграно». Это еще никто не объяснил, что означает победа здесь и что означает поражение. У меня моя версия есть, как я предлагаю, озвучивал на стриме. Но уже сейчас министр объявляет, что все равно будут наказания. Зачем это делать? Общество и так настроено против чиновников, против президента, против всего происходящего, против того положения, в которое государство поставило людей. И вы сейчас сидите, и уже раз министр давал интервью, по-моему, РБК Украина, я тогда его критиковал, но тогда он еще более жестко говорил. И журналистка там тоже в припрыжку, но правда была девушка. В припрыжку, можете поискать на моем канале, рассказывала, да, наказать, чуть ли не уничтожить вообще, чуть ли гражданства не лишить. И тоже показывал, какой-то политолог там сидел на телемарафоне, рассказывал, что надо гражданство лишать таких мужчин. А вот этот вот недомузыкант, группа, как она называется, Оторвальд, вообще со сцены обматерил мужчин, которые там покупали билеты или которые уходят от мобилизации. То есть общество сходит с ума, это допустить нельзя.
Особенно просто я еще понимаю, когда это говорят военные, там люди побывали в той шкуре, я не могу их не обсуждать, не осуждать, потому что я не был в той шкуре. Я там как бы, может мне нравится, не нравится, но там я понимаю. Но когда это говорят гражданские, вы омурлели там. Что я вам хотел показать этим видео? Я вам показал наглядно, без всяких этих, прямую речь министра и показал, кто управляет государством. И каких министров назначает Шмыгаль, давайте будем говорить прямо, Шмыгаль это вообще не лидер, это такое себе техническое лицо, в том-то и проблема, это тема для следующих видео, что Верховная Рада полностью импотентная и позорная, а премьер-министр вообще без харизмы, без лидерства, вообще не вожак, просто техническое лицо. Что со Шмыгалем, что без Шмыгаля, пусть бы Зеленский напрямую принимал эти решения, так хотя бы прямая ответственность на него бы и юридическая падала, а это какое-то подобие на кабинет министров. И вот показал в очередной раз отношение государства к нашим гражданам. Особенно цинично, что война еще не закончилась, они все угрожают. То есть сейчас, если быть человеком полностью аполитичным и открыть новости и почитать, получается так, что государство вообще-то и не радо потом возврату людей, не говоря уже о том, что сейчас. Просто не радо. Зеленский хочет демографическую катастрофу, так ей уже пахнет, рождаемость на нуле практически. Люди, как только откроются границы, свалят. И да, продолжая тему границ, вы посмотрите, губу можно сильно не раскатывать, они первый год после окончания войны не откроют границы, они будут ждать вот этого эффекта, пока все уляжется, потому что если сразу вот так вот молниеносно открыть границы, то после таких заявлений министров и всех остальных, и наплевательского отношения к государству, и стравливания общества между собой, а ты воевал, а ты не воевал. Люди не захотят просто-напросто жить в Украине, захотят выехать. Какая-то часть, может быть, вернется. Но те, кто выйдет, их будет с таким отношением гораздо больше. Поэтому, пожалуйста, думайте хорошо на следующих выборах. Я надеюсь, они будут. Потому что если вы не будете вникать в такие вещи, то наши проблемы, вот такие вот министры и все такое вот, будет продолжаться и дальше. А наша с вами задача это изменить кардинальным образом. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. И в комментариях я жду вашу точку зрения на этот вопрос. Спасибо, что смотрели видео до конца. Подписывайтесь. Пока.